От чего люди не летают, как птицы? Вот так вот взял, разбежался и полетел. И только прозрачная тишина высоты и потрясающие виды. Мечта о полете встречается в мифах разных народов мира. Все же помнят истории о Дедале и Икаре в греческой мифологии. Первые попытки полета были часто связаны с идеей подражать птицам, сделав крылья из перьев и воска. Попытки строить крылья и спрыгивать с высоких башен продолжались даже в 17 веке. И, как правило, все они были неудачными. Первые полеты были реализованы в Китае, где полет человека, привязанного к бумажным змеям, был описан в VI веке нашей эры. Да, и, кстати, это был не научный опыт, а наказание. Позднее первый управляемый полет на дельтаплане совершил Аббас ибн Фарнас в Аль-Андалусе в IX веке нашей эры. В XV веке у Леонардо да Винчи мечта о полете нашла выражение в нескольких проектах, но он не пытался их реализовать. Это была лишь теория. Первые серьезные попытки полета человека были реализованы в Европе в конце XVIII века. Привязанные воздушные шары, заполненные горячим воздухом, были усовершенствованы в первой половине XIX века и применялись в значительных масштабах в ряде войн в середине столетия. Наибольшую известность получило их применение во время гражданской войны в США, когда воздушные шары использовались для наблюдения. Далее люди усовершенствовали воздушные шары и придумали дирижабли. Потом планеры и первые самолеты. Всего лишь за 100 с небольшим лет человечество сделало огромный шаг на пути развития авиации, и самолеты стали и незаменимыми помощниками в нашей жизни, перевозя тысячи людей и тонны грузов на дальние расстояния, и грозным оружием. Сложно представить сейчас жизнь без авиации. И все мы уже привыкли к тому, что если нам нужно куда-то полететь, то необходимо купить билет, приехать в аэропорт, сдать багаж, пройти контроль и полетели. А что, если я скажу, вот есть люди, которые могут просто приехать на маленький частный аэродром, сесть в свой самолет, словно в машину, и отправиться на нем по своим делам. Возникает сразу множество вопросов. А как хранить? А где купить? А сколько стоит? А где обслуживать? А куда лететь? А как научиться? И много-много-много других. Всем доброго полетного утра, и вот на таком легкомоторном самолете мы отправляемся для нас в новое абсолютно приключение, абсолютно в новую историю летать на частном легкомоторном самолете. А летим мы на тусовочку авиаторов, которая состоится в эти выходные в Саратовской области. И, как говорят здесь, в авиации, от винта. Именно сейчас только все и начинается. Смотрите, будет интересно.
История моего появления здесь, на аэродроме Аэроволга, что находится в 30 километрах от Самары, началась так. Мне позвонил мой друг и предложил посетить одно интересное мероприятие, куда слетятся авиаторы с разных городов России и ближнего зарубежья. Не думая, я дал согласие и за себя, и за свою ненаглядную супругу. И вот мы здесь. За нами прилетел мой друг на самолете, и, собственно, вот мы уже в нем и готовимся к взлету. Если честно, несмотря на то, что в год я совершаю более 30 перелетов, здесь перед полетом я испытывал и легкий страх, и волнение одновременно. Мне казалось, что будет трясти, как-то болтать в воздухе. Но взлетев, все страхи ушли. Осталось только чувство радости и восторга. Когда ты летишь на большом магистральном самолете, ты практически не видишь всей красоты окрестностей, не слышишь переговоров пилота с авиадиспетчерами, не имеешь возможности сквозь маленький иллюминатор долго и широко рассматривать ландшафты. А тут тебе целое кино. Это надо прочувствовать. Казалось бы, узнаваемая местность, а все выглядит совершенно по-другому. А когда ты поднимаешься выше облаков, это вообще волшебство. Я бы назвал это полет над ватным бесконечным одеялом. Наверное, у многих возникает вопрос, а это безопасно? Вдруг такой же самолет тоже летит в облаках и не видит нас? На самом деле нашими глазами в этот момент является авиадиспетчер, который всех видит и разводит самолеты по разным высотам, которые в авиации называются эшелонами. Несмотря на то, что данный самолет укомплектован очень современной авионикой, так называются приборы, лететь в условиях ограниченной видимости приходится вручную, используя карту местности на планшете, указания диспетчера и компас, ибо в данный момент система GPS не работает. Через некоторое время облака закончились, и вот мы уже летим, имея возможность любоваться ландшафтами, пытаясь отгадывать знакомые места. Время летит незаметно, и расстояние в 450 километров, а именно столько составляет длина маршрута по автодорогам от Самары до Саратова, практически пройдено. Капитан нашего самолета получил вводные данные от авиадиспетчера по снижению. Перед нами открывается панорама Волжских разливов. Как рыбак я оценил перспективу водной акватории и понял, что тут со спиннингом ездя половить хищника, но это совершенно другая история. Видите 3 зеленых ангара? Это и есть наш аэродром Дубки, куда мы, собственно, и летим. Делаем круг над аэродромом, чтобы, так сказать, лично убедиться, что все готово для приземления, и заходим на посадку. Ну как полет прошел? Вообще the best. Просто. Вообще такого еще не было, конечно. Новые эмоции, ну прям классно. Надо брать.
надо брать. Ну что ж, вот мы и в Саратове. Полет прошел в идеальных условиях, было все очень красиво, были и облака, и без облаков. Нам это очень понравилось, но мы торопимся дальше, потому что именно сейчас только все и начинается. Смотрите, будет интересно. Теперь немного о самолете. Это Bonanza Beechcraft G-36. Шестиместный одномоторный самолет производства Соединенных Штатов Америки. Самолет достаточно быстрый, развивает скорость до 320 км в час за счет того, что установлен двигатель Continental 550 мощностью 300 лошадиных сил. Дальность полета на одной заправке такого самолета составляет 1600 км. Ну а теперь самое время осмотреться на местности. Один за одним начинают приземляться участники данного авиапраздника. И имея сотню вопросов, мне уже не терпится проинтервьюировать этих увлеченных людей. Это экипаж, который возглавляет Игорь и ваша спутница. Да, Ольга штурман. И штурман Ольга. Ольга как раз пока занята наведением лоска самолета, потому что мушки прилипают не только к лобовикам автомобилей и мотоциклов, но также они есть и у самолетов. А сейчас давайте зададим Игорю самые важные самолетные вопросы. Игорь, ну традиционно первый вопрос. Как вы пришли к авиации? Как вы решили, что вы хотите летать? С детства наблюдал за полетами самолетов возле аэродрома Мясного в Туле. И, собственно говоря, оттуда и пошло желание. Все. Для меня авиация – это прежде всего хобби и спорт. Я занимаюсь спортивным ориентированием на самолеты, точное самолетовождение, спорт сверхлегкой авиации. И вот скажите, как быстро попасть в авиацию? То есть, как научиться, где купить самолет? Ну, то есть, все вот эти вот основные моменты. Прежде всего, надо пройти обучение, потому что, в отличие от автомобилей там, и остального... Здесь нельзя покупать права. Здесь надо учиться реально. Здесь надо реально отлетать учебные часы, пройти теорию, сдать экзамены в Росавиации, тесты, вот, и отлетать с инструктором положенное, так сказать, время. Есть два вида самолетов, да, вот, есть ультралегкие и легкие. Обучение на ультралегкие самолеты, оно составляет где-то сейчас, на сегодняшний момент, ну, как я слышал, где-то до 1 миллиона. Ага. А легкие самолеты с получением PPL это где-то более миллиона, там, 1 200 000. Ну, там 200 000, да, где-то. Ну, вот где-то так, да, примерно. Это вот стоимость обучения. Только что приземлился еще один борт. С нетерпением хочу познакомиться с владельцем и пообщаться с Александр. Сергеем. Очень приятно. Александр, ну расскажите, откуда вы прилетели? Аэродром Новинки, Московская область. Прилетел только что. Время полета 2 часа 35 минут. На 90-м эшелоне. Прилетел на это прекрасное мероприятие. Уже прилетаю второй год. Для того, чтобы общаться с такими же пилотами и владельцами воздушных судов. Собираемся мы здесь для общения. Собираться нужно как можно чаще, потому что народ засухарился по своим домам и площадкам, никуда далеко не летают, боятся, что нету навигации. Все это не так, летать можно. Навигация работает частично. Летаем по викторению, по эшелонам, никаких проблем. Зато можно отработать свои навыки как пилота, никаких проблем с полетами не существует. Планы подаются и проходят очень быстро, если в данной зоне нету режима или ограничений полетов. Александр, и скажите, пожалуйста, а вот в нашей стране как летать? Расскажите вообще, как процесс. Допустим, вот вы захотели полететь из Москвы в Самару. Как долго это нужно с какими-то службами обсуждать, разрешение там ждать или еще что-то? Ни с какими службами обсуждать это не нужно. Открываем СППИ и прокладываем план полета вокруг зон ограничения и НАТАМов. План подается за минимум за 30 минут, если на большое расстояние, лучше за час. Если план подается в классе гольф, из гольфа в гольф, то план проходит за 20 минут, он подается.
То есть, друзья, вы видели, что никаких проблем, никакого геморроя даже в настоящее время нет. Летайте куда хотите, главное иметь на это желание, ну и, собственно, навыки. Правильно? Да, я за крайние 2 недели посетил на этом самолете Самара, Пенза, Челябинск, Казань, Нижний Новгород, Суздаль. И вот сейчас сюда прилетел. Это за эти 2 недели. А я вас видел в Самаре. Да? Да, я вам ручкой махал. Да, в Красном Яре я был. Да, так вот я оттуда сегодня тоже Ну прилетел. вот, я там был. Земляки! Спасибо большое. Спасибо. Друзья, мне разрешили прикоснуться к авиации. Смотрите, как это делается. Берешь и толкаешь. И поверьте, на самом деле очень легко такой большой самолет взять и поставить на место его парковочки. Посмотрите, мы втроем толкаем Cessna 182. Это достаточно большой самолет. Да, притом по грунту, не по асфальту. Все гости собрались, а значит, что авиапразднику быть. Вдоль полосы руления собрались гости праздника. Ведущий Владимир Давидович рассказывал всем о том, что происходит в небе, либо будет происходить в обозримом будущем. И в данный момент в небе как раз находится вертолет Ми-2, из которого один за одним выпрыгивают парашютисты. Пилот вертолета тоже показал, на что способен Ми-2, и увлек зрителей своим мастерством. В следующем блоке участвовали все желающие из числа приглашенных гостей-авиаторов. И называется он «Парад самолетов». Ну что ж, друзья, наши самолеты готовы, прогревают моторы для того, чтобы выполнить показательные полеты. Публика стоит, все достали свои фото-видеокамеры и находятся в предвкушении. Участники группами по несколько самолетов взлетали, осуществляли показательные пролеты над аэродромом, раскрывая грацию своих винтокрылых машин. Пока самолеты выполняли свои показательные полеты, я заприметил очень яркий, красивый спортивный самолет, который явно отличался от всех остальных и точно был предназначен для каких-то выступлений, судя по своей полностью прозрачной кабине. И я для себя решил, что нужно будет потом обязательно выяснить, что это за самолет и кто его пилотирует. Каково же было мое удивление, когда я увидел пилота того самого спортивного самолета. Это была девушка, и, как выяснилось, девушка крайне непростая. Сама Светлана Капанина, абсолютная 7-кратная чемпионка мира по высшему пилотажу среди женщин. Лучший пилот столетия, заслуженный тренер России и заслуженный мастер спорта России. Пока Светлана готовится к выступлению, я хочу вам немного рассказать об этой великой летчице. В 1992 году Светлана получила должность инструктора по летному спорту, а уже в 1993 участвовала в чемпионате Европы, откуда вернулась с серебряной медалью.
Это достижение стало началом большого пути в профессиональной карьере летчицы. В 1995 году Светлана отправилась в ЮАР, где вновь разместилась на второй позиции в абсолютном зачете, забрав абсолютно все медали и обойдя практически всех пилотов мужского пола. Спустя год после этой победы уехала в США на чемпионат мира, где стала абсолютной победительницей. Наградой в данном зачете стало почетное звание «Гражданин Оклахомы». В 1998 году на территории Великобритании прошло авиационное шоу, где среди тех, кто его открывал, была и Светлана Капанина. Мероприятие было посвящено 80-летию военно-воздушных сил королевства. Именно здесь летчица из России получила свое прозвище «Сибирский ангел». Светлана является летчиком-инструктором первого класса. В ее копилке наград 67 золотых медалей, 26 серебряных и 13 бронзовых наград. И представьте мое состояние, когда я попросил у Светланы закрепить свою камеру GoPro на крыле самолета. И что вы думаете? Светлана разрешила и даже сама лично проверила, крепко ли держится моя камера. В общем, сейчас, дорогие друзья, вы увидите такой контент, которого еще не видели. Светлана готовится к полету, заводит двигатель, прогревает его и выруливает на старт. Все внимание в воздух. Такое фееричное выступление снимали и десятки замерших зрителей на свои смартфоны и ваш покорный слуга. Да, был еще один человек с самым большим объективом. По его размеру я понял, что он точно умеет хорошо обращаться с камерой. И я не ошибся. Им оказался хорошо известный в своих кругах фотограф-любитель Игорь Колоколов. И вот какие замечательные снимки у него получились. Что ж, продолжаем смотреть и восхищаться выступлением Светланы Капаниной. Выступление окончено, и под рукоплескание благодарной публики Светлана заруливает на парковку. Спасибо вам огромное, спасибо организаторам за приглашение, спасибо всем, кто прилетел на это прекрасное мероприятие, на встречу друзей. Друзья, давайте будем чаще встречаться на аэродромах. У вас здесь вообще прекрасная площадка. Вообще аэродром — это другая жизнь, это другая атмосфера. Я желаю всем любви, здоровья и, конечно же, мира. И пускай им там всем будет завидно, потому что мы лучшие, несмотря ни на что. И нас не сломить. 100%! Ура! Как выдерживает ваш вестибулярный аппарат вот такую всю историю? Вы как-то его тренируете специально? Ну, блин, уже тренирую 36 лет. Да. Спасибо вам большое, вы были замечательны. Когда вы летели вверх ногами, мы все видели вашу лучезарную улыбку. Спасибо. Преклоняюсь перед вашим талантом. Только ради того, что вы делаете, обещаю купить самолет
И хотя бы повторить, просто ровно пролететь. Это Спасибо. здорово. Большая Это молодец. много. Когда Да. чуть-чуть зажглись и Вообще зажегся, не потушить. это классно. Спасибо, вы лучшие. Если вы думаете, что на этом шоу все самое интересное происходит только в воздухе, нет, друзья мои, полюбуйтесь сами. Как видите, тут асы не только в небе. Организаторы постарались на славу. А теперь самое время побеседовать с архивариусом авиационных историй, ведущим Владимиром Давидовичем. Я слышал, что у этого аэродрома есть уникальнейшая история, и хотел бы это, так сказать, услышать от первоисточника, потому что лучше вас, наверное, это никто не сделает. Опять же, лучше меня могут рассказать те ветераны, которые здесь еще встречали из первого самостоятельного полета Юрия Алексеевича Гагарина, а еще не знали, что это будущий космонавт номер 1 Вселенной. Никто не выбрал из всех, что он будущий космонавт. Его потом, когда выбирали в космонавты, на мандатной комиссии выбрал сам Сергей Павлович Королев и утвердил Никита Сергеевич Хрущев. Вот так, видимо, судьба и распорядилась, и Гагарин непонятно каким способом попал сюда, в Саратов, а вот почему он пришел сюда в аэроклуб, это все предельно ясно. То есть, он это хотел. То есть самое главное достояние этого аэродрома, что здесь именно конкретно Юрий Алексеевич Гагарин тренировал свое мастерство. Не то, что тренировал, он сделал самое главное. Мастерство потом пришло, оно было больше и меньше. Вообще здесь сложная тема. А то, что он здесь шагнул в небо, это неоспоримый факт. То есть прямо отсюда. Прямо первый шаг. отсюда. Официальная часть мероприятия закончена, и пришло время самой приятной части – гастро-развлекательной. Как и в нашей байкерской компании, в авиаторской, как оказалось, все то же самое. Нужно прилететь за 3-9 земель, чтобы красиво показать себя, посмотреть на других, пообщаться и скрестить кубки за богатым и вкусным столом. Начал программу стендап-комик Самвел Геновян. Он отлично разогрел публику и наполнил это пространство юмором. От этого гости стали более раскрепощенные и веселые. Я недавно захожу в лифт, двери закрываются, рядом стоит вот такая девушка, и вот так ключи сжимает, вот так вот ключи сжимает, и смотрит мне в глаза вот так вот. И страшно стало мне, если честно. Там еще ключ не маленький, а вот этот, знаете, которого ходил Буратино, вот этот. Музыкальное наполнение вечера было очень богатым и разноплановым. На мой взгляд, самое главное, что все участники сегодняшнего вечера играли вживую. Да, друзья, это легендарный Сергей Чиграков и его компания. Чиш-и-Ко долбили публику своими хитами, на которых выросло целое поколение. Пока на аэродром прилетают самолеты, пока прилетают люди, пока они учатся, летают, прыгают, шалят, живут, и аэродром жив. Поэтому, прежде всего, всем хочется пожелать здоровья,
здоровья, еще раз здоровья. И пусть первый тост будет за победу. Ура! Дальше музыкальный марафон подхватила группа «Анимация». В перерыве между сменой музыкальных коллективов Светлана Капанина уже в неформальной обстановке поделилась своими впечатлениями о сегодняшнем мероприятии. Я в этом году впервые на слетах. Первый был в Уфе, второй здесь. Больше не была на слетах авиации. Я вам скажу, это так классно. Вот я была на двух, они совершенно разные. Это так здорово. И я так рада, что вы, небожители, можете не только летать, но вот так прекрасно отдыхать. Летайте вдоволь, летайте с удовольствием. И еще раз повторюсь, мирного неба, много полетов, счастья и любви. Спасибо за приглашение, спасибо за ваше внимание, за вашу любовь, спасибо огромное. Я вас всех люблю. А дальше начали исполнять популярные хиты музыканты кавер-группы из Ярославля «Мамульки Бэнд». Друзья, ну что ж, вот и пролетели эти 3 волшебные дня. Они были очень насыщенные, очень интересные. И, в принципе, как человек, слегка интересующийся авиацией, я для себя закрыл очень много вопросов. Я понял, как можно купить самолет, сколько он стоит, сколько стоит его эксплуатация, для чего он вообще в принципе нужен и кто владельцы этих самолетов. И как выяснилось, это обычные люди, просто которые увлекаются так же, как я, допустим, мотоциклами, а они самолетами. Хочется поблагодарить за эти уникальные выходные организаторов, ну и всех гостей, всех пилотов, которые сюда смогли прилететь. Ну а мы стоим вновь на аэродроме населенного пункта Дубки, город Саратов. И сейчас обратно уже на полюбившейся Бонанзе мы отправимся в Самару. Погода позволяет, легкая облачность, ветер отсутствует. Ну и, как говорится, от винта поехали. Да, но пока самолет, на котором мы полетим домой, готовится, от винта будет делать другой самолет. Мы прилетели 4-й раз уже, не пропуская ни одного, то есть ни одной встречи, ни одного слета с города Оренбурга. Как всегда на высоте получили, то есть большое, огромное даже удовольствие. Планку держат на одном уровне, ничуть не роняют, даже каждый раз, наверное, немного приподнимаю ее. Шикарно. Я всегда мечтал летать, у меня все мои родные летчики, пилоты, но так как не получилось у меня стать профессиональным пилотом, поэтому купил самолет и теперь летаю. Опустел аэродром, почти все гости разлетелись, вот и мои новые знакомые из Оренбурга, получив разрешение на взлет, побежали навстречу ветру. А сейчас у нас есть уникальная возможность познакомиться с самолетом-амфибией, который производится у нас в Самаре.
Сразу чем она отличается, здесь нет дверей, здесь есть вот такой люк-задняя дверца, которая открывается, и мы попадаем в салон. Вот эти сиденья для удобства убираются, и вы проходите в пилотскую зону. Ну, чисто если по комфорту, сидеть здесь очень удобно. Ноги можно вытянуть, иллюминатор. И я тут, набравшись правильных терминов, могу сказать, что это верхоплан. То есть крылья находятся вверху. И во время полета вы сможете прекрасно обозревать ландшафты, над которыми вы пролетаете. Теперь сейчас попробуем протиснуться, так сказать, за штурвал, где сидит пилот. Ну, в общем, я здесь разместился. Что могу сказать, что посадка отличается от Bonanza. Здесь вы как бы находитесь как будто в каком-то Lamborghini или в Porsche там 911. Ну, руль держать удобно. Обзор тоже прекрасный. Конечно, мне особо сравнивать не с чем, но это по-другому. Ну, наверное, надо на ней куда-то полететь, чтобы до конца оценить комфорт. А так, ну, визуально все очень круто. Прям вот ассоциация такая, что ты сидишь внутри спортивного автомобиля. Эта лодка, летающая лодка, построена в Самаре нашими, так сказать, инженерами. У нее есть несколько вариантов исполнения. Но такой вариант, как меня так сориентировали по цене, можно построить и уложиться в цену около 40 миллионов. Ну, тут, конечно, все зависит от комплектации. Как вы понимаете, лимитов никаких не бывает, но вот, скажем так, на эту цену как-то можно ориентироваться как на стартовую. Наш самолет готов, осталось смахнуть скупую слезу, попрощаться с этим аэродромом и отправиться домой. Еще раз перед нами предстает вся красота волжских разливов вокруг Саратова. Облака становятся все ближе и ближе. Занимаем 90-й эшелон по указанию диспетчера и держим курс на Самару. Пока летим, я хочу сделать некоторые выводы и ответить на ваши возможные вопросы. Кому нужен самолет? Если вам по работе приходится часто летать, допустим, из Самары в Волгоград, из Волгограда в Киров, из Кирова в Ярославль, то для вас это реальная экономия времени. Либо если вы всегда хотели летать и у вас сейчас есть и средства, и свободное время, то это история для вас. Сколько стоит самолет? Из общения с владельцами я понял, что самолет стоит как приличная машина. Самолет имеется в виду не новый, но в хорошем состоянии. На языке цифр, скажем так, наверное, от 20 миллионов, ну и до бесконечности. И надо понимать, что состояние борта гораздо важнее, чем год выпуска. Сколько стоит обслуживание? Все владельцы однозначно сказали, что обслуживание самолета равносильно обслуживанию хорошей машины, ну типа Mercedes или Range Rover. Думаю, достаточно рассуждений, зерно посеяно, пусть прорастает. А мы тем самым подлетаем к Самаре и давайте полюбуемся красотами Волги и нашего города с такого прекрасного ракурса. А вот уже видна взлетно-посадочная полоса. Делаем над ней тестовый пролет, уходим на круг и идем на посадку.
Ну что, Свет, как тебе было? Страшно? Нет. Понравилось? Что самое обидное, да, понравилось. Красиво было? Ой, вообще по-другому картинка воспринимается, конечно. Да. И кажется, что так все несложно. И вот я наблюдал за тем, что делает пилот. Да, это. Как бы ничего сложного, ну, глобально ничего сложного. Диспетчеры везде ведут. Больше всего мне нравилось слово «вы опознаны». Вот, Это внушало, да? Успокаивало. Безопасным. Поэтому, друзья, все. Наше авиационное приключение подошло к концу. Если честно, есть о чем задуматься после этой поездки. Но самое главное – это средства и свободное время. А так вообще это очень круто. Закончилось наше путешествие, наши авиационные выходные. Мы прилетели в наш домашний аэропорт, откуда мы и улетели 3 дня назад. Аэропорт Красный Яр, Самарская область. И, собственно, вот как раз здесь, вот в этих ангарах и собирают вот эти вот самолетики, лодочки и в разных модификациях. То есть сюда стягивается вся навионика, моторы. И, собственно, из смолы клеют корпуса, собирают это все воедино. Ну и, собственно, здесь их испытывают. Поэтому мы, можно сказать, находимся сейчас в центре самарского небольшого авиационного производства. Вот так, взяв с собой багаж, мы пошли к своей машине. Оглядываясь назад и провожая так полюбившуюся нам Бонанзу в обратный путь, хочется пожелать всем авиаторам хорошего, чистого неба и благополучного полета. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. И обязательно напишите комментарий, это помогает продвижению моего канала. До новых встреч на канале Мир без границ с Сергеем Завидовым и пока!